Стамбуле начались переговоры России и США. Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье. В России детей принимают в отряды территориальной обороны. Сегодня 27 февраля. Мы расскажем о новостях этого дня. Подпишитесь на канал, так это видео увидит больше людей. В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США. Обсуждаться будут вопросы восстановления работы посольств двух стран. Об этом сообщают РИА Новости. Переговоры делегаций проходят в закрытом для прессы формате. Состав российской делегации не разглашается. На встрече в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, касающиеся численности персонала, виз, банковских операций, необходимых для работы дипломатов. Об этом представители Госдепартамента США сообщили CNN. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам встречи будет понятно, цитата, «насколько мы можем двигаться быстро и эффективно». Конец цитаты. Официальные лица России и Соединенных Штатов обсуждают Арктику как возможную область экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Источники агентства заявили, что обсуждения включили разведку природных ресурсов и торговых путей. Кроме того, США интересно сотрудничество в области разведки энергетических ресурсов. Официальные лица США рассматривают сотрудничество в Арктике как способ, цитата, «вбить клин между Москвой и Пекином». Об этом сообщил один из источников агентства. В то же время он предупредил, что это вряд ли удастся сделать, учитывая то, насколько Россия и Китай сблизились в последние годы. Правительство России продлило запрет на экспорт бензина с 1 марта до конца лета. Как отмечается в постановлении, это решение принято, цитата, «для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке». Кроме того, продление ограничений направлено в том числе на борьбу с серыми экспортерами. Напомним, что в феврале произошло несколько массированных атак украинских дронов на российские НПЗ. В Белгородской области в территориальную оборону начали принимать детей. Видео с церемонии принесения присяги появилось в соцсетях. Клянетесь служить Родине верой и правдой? Клянусь. Как уточняют местные телеграм-каналы со ссылкой на командира подразделения территориальной обороны, в ближайшее время местным властям предложат создать отряды несовершеннолетних в каждой школе. Отмечу, что Белгородская область постоянно обстреливается, члены теробороны получают ранения и погибают. Чем именно в этих отрядах будут заниматься дети, неизвестно. В Москве найден мертвым полковник МВД Евгений Головатый. Его тело обнаружили в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД в центре Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант». Предполагается, что офицер покончил с собой, застрелившись из стабильного пистолета на рабочем месте. По данным газеты «Коммерсант», Головатый работал заместителем главы управления П по борьбе с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Следственный комитет проводит доследственную проверку. Сегодня годовщина гибели политика Бориса Немцова. 10 лет назад его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля. Сегодня люди приносят цветы к месту убийства политика. В числе пришедших послы США и стран Евросоюза. Журналисты Русньюз передают, что полиция стала отгонять собравшихся от мемориала. Людям запрещают останавливаться у него, объясняя это неким спецмероприятием. Волонтеров заставили убрать цветы. Снимать мемориал тоже нельзя, сообщают об этом очевидцы. Акции проходят и в других городах. В Томске люди приносят цветы к камню скорби. У него дежурят силовики. В Новосибирске полицейские переписывают данные тех, кто приходит с цветами к памятнику жертвам репрессий. Напомню, что российские власти за 10 лет так и не назвали заказчиков убийства Немцова. Исполнители получили от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Один из них был помилован и отправился на войну. Российский певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Авария произошла в подмосковной Апрелевке. Певец находился за рулем «Лексуса». Пострадавшая заявила, что Буйнов после аварии не подходил к ней проверить, в каком она состоянии, и хотел уехать с места ДТП. По данным телеграм-канала «Шот», женщина работает воспитательницей в детском саду. Артист сбил ее, когда она шла домой с работы. Врачи констатировали у нее разрыв связок колена и ушибы. Умерла голливудская актриса Мишель Трахтенберг. Об этом сообщили издания «Нью-Йорк Пост» и ABC News. Актрисе было 39 лет. По словам источников издания, она недавно перенесла операцию по пересадке печени. Актрису без признаков жизни в ее собственном доме нашла мать. Трахтенберг родилась
1985 году в Нью-Йорке в семье иммигрантов. Актриса говорила, что знает русский язык, так как ее мать родилась в России. Она была известна по картине «Евротур», а также по сериалам «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв» и другим. И это все новости к этому часу. Подпишитесь на наш канал, так вы поддержите нашу работу. Вечерний выпуск для вас проведет Марина Муратова. Меня зовут Кирилл Седов. Увидимся. Пока.